It's me and the Odonata Cinema Channel. Now I hear somebody's been ripping around in my ride. I'ma need that back. So you better get used to taking the bus, because I'm coming to take what's mine. Всем привет, народ! Я тут почитал ваши комментарии, и вы спрашиваете, где же продолжение по Рокпорту? Ведь прошлая серия вышла уже почти полгода назад, а продолжения так и нету. Чем вы там вообще занимаетесь, бездельники? А вот чем. Да, много тут за 20 лет уже изменилось. Хотя что такое 20 лет для владельца старой BMW, правда? Если она даже в игре уже ломается, как же люди на ней в реальности ездят? В общем, пока я тут занят реставрацией остатков былой роскоши, я для вас приготовил рубрику мейкинг-офф, в которой вы узнаете, как мы создавали прошлый синематик про Razer, который на данный момент я считаю самым крутым на нашем канале, откуда в нем взялся настоящий Razer и что сказал сам актер Дерек Хэмилтон, когда увидел наш ролик. Holy shit. И да, обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце мы приготовили небольшой сюрприз для фанатов серии. А я тут пока пару новых слов выучу. Блин, его уж кидать нельзя. Итак, любой наш синематик всегда начинается с подготовки локаций. А так как 2005 год был достаточно давно, то и объекты в этой игре состоят буквально из пары полигонов. И чтобы это исправить, каждый раз приходится перемоделировать половину объектов и заменять все материалы, чтобы хоть как-то добавить реализма этому месту. А в данном случае нужно было перерисовать целых 4 локации, поэтому работы, как вы видите, тут было дофига. Конечно, можно было выстраивать сцену сразу под конкретный ракурс, что значительно сэкономило бы время, но я предпочитаю сначала максимально заполнить сцену, а уже потом подбирать все ракурсы и делать анимацию. В итоге тогда не приходится отвлекаться на доделки под каждый план и можно полностью погрузиться в режиссуру. Также параллельно с этой работой нужно было подготовить все автомобили. В этом видео мы решили рисовать на все бабки, поэтому специально для ролика было сделано аж 7 машин. А именно Toyota Supra и Pontiac GTO из черного списка, эвакуатор для Мустанга, причем мы постарались воссоздать именно тот трак, который увозил BMW в самом начале сюжета. Старенький пикап Chevrolet C10, с которого начинается ролик и о выборе которого я расскажу чуть позже. А также 2 автомобиля из трафика, такие как Dodge Caravan и Chevrolet Caprice. Правда, последние две не представляют никакой ценности для моделеров или игроделов, поэтому любые 3D варианты этих тачек на просторах интернета были в ужасном качестве, и их пришлось перемоделировать практически целиком для этого видео. На этом моменте уже можно поставить лайк за старание. Что касается Мустанга Razer, то он был показан в 2 вариантах. В стоковом виде, когда Razer по сюжету только покупает его и погружается в мир нелегальных гонок, и в версии беспощадного тюнинга 2000-х, который мы все помним по самой игре. Правда, мы добавили немного красивых штрихов в виде вот таких полукруглых огней спереди и диодных фонарей сзади. Но впоследствии я решил, что в ролике обязан быть вот этот кадр из оригинальной катсцены игры, где Мустанг и BMW уходят от полиции с заносом, поворачивая направо на перекрестке. И так как этот момент является приветом из прошлого, то и задние фонари должны быть как в оригинале. Поэтому с помощью мышки, клавиатуры и такой-то матери был замоделен второй комплект задних фонарей. Кстати, напишите, какие фонари вам нравятся больше, стоковые оригинальные или вот такие диодные, потому что мы до сих пор так и не определились с выбором. Ну а пока вы пишете, я сделаю то, что ни один из вас не догадался сделать в свое время, из-за чего и начались проблемы по сюжету. Я залью сюда крепкое масло 10В50 Racing Hero от компании WMP Auto. Его особенность в увеличенном содержании антифрикционных и противоизносных присадок, которые обеспечивают максимальную защиту форсированного спортивного двигателя, а также оно более вязкое, что позволяет выдерживать реально большие нагрузки. И как вы можете заметить, это масло красного цвета, а красное значит спортивное. Поэтому, если хочешь, чтобы мотор твоей машины сказал тебе спасибо, заливай проверенное масло от компании WMP Auto.
А по промокоду «Крепкое» ты еще получишь 10% скидку при покупке любого масла в официальном магазине ВМП Авто на Озон. Блин, а если это ведро через 2 квартала встанет, это уже будет антиреклама масла. Почему? Ну, потому что в ней 20 лет никто масло не менял, там уже пофиг, что лить. Продолжаем. Ну и конечно же самым главным и эффектным моментом ролика стало появление самого Рейзера. Причем в разных временных отрезках. На самом деле я очень долго думал, как провернуть этот трюк, потому что идея с Рейзером зародилась в моей голове больше года назад. Вариантов было несколько. Это позвать Рейзера на съемки в ролике, но чтобы это сделать, мне пришлось продать одну почку, а может и две, что на данном этапе развития канала как-то не сильно рентабельно. Может быть. А может и нет. Вторым вариантом было использование технологии Deepfake или замена лица по-простому. Но для этого нужен был человек с такими же пропорциями головы и лица, как у настоящего Рейзера. А кроме того, хороший исходный материал с лицом самого актера. Однако все фильмы, где он снимался в молодом возрасте, имели разрешение что-то вроде 640 на 480, и я понял, что данный вариант мне тоже не подходит. Да и на самом деле человека с такой формой головы найти было достаточно сложно. Что мне делать? Поэтому я решил выбрать самый хардкорный вариант. Это искать кадры из фильмов, которые могли бы подойти по ракурсам и эмоциональной составляющей актера. Однако проблема в том, что у Дерека Хэмилтона большинство ролей в том возрасте были эпизодическими и в основном в сериалах. И еще большая проблема, что эти сериалы могли насчитывать по 15 сезонов и в каждом из них по 20 серий. И потратив так целый день на беглый просмотр одного сезона сверхъестественного, я понял, что надо менять сам подход к поиску нужных фрагментов. И в итоге я случайно нашел сервис, где можно было вбить название сериала, и при открытии превью на каждую серию я мог видеть, задействован этот актер в данной серии или нет. И не надо было смотреть серию целиком. В общем, в любом случае мне пришлось пересмотреть очень много фильмографий этого актера, чтобы найти те самые кадры, которые я бы смог использовать в своем видео. И одним из таких фильмов стала картина под названием «Становление Редвуд», где у Дерека была главная роль, и откуда я взял те самые кадры, где он едет в пикапе. Я изначально хотел, чтобы в ролике он появился на какой-нибудь обычной для Америки тачке, символизирующей простую размеренную жизнь. И вот так совпало, что именно в этом фильме я смог найти те самые кадры, которые представлял в своей голове. И старый пикап Chevrolet полностью соответствовал моей задумке. Однако в этом фильме Рейзер сидел в машине не один, да и задний фон не был похож на фон Рокпорта. Поэтому я потратил достаточно много времени, чтобы кадр за кадром масочками вырезать Рейзера из настоящего пикапа и посадить его в наш виртуальный пикап, который мы подготовили специально для этих кадров. И как мне кажется, он отлично вписался в антураж города. По такому же принципу были сделаны и остальные кадры с Рейзером. Например, в кадре, где он уходит от погони в Рокпорте, на самом деле он играет в приставку у себя дома, сидя на диване. А в момент, где он покупает Мустанг, он вообще сидит в старой импале и разговаривает с парнем о криминальных делишках. Да и на фотографию с BMW в баре он, конечно же, тоже не смотрел. Да и бара там особо тоже не было. В общем, вся эта работа по добавлению Рейзера в наш ролик заняла огромное количество времени. И не только по поиску нужных кадров, но и по вырезанию главного героя кадр за кадром. Поэтому, когда я читаю комментарии, где всякие школьники уверяют, что все это было сделано нейросетями, мне становится немного смешно. Нет, друзья, это был кропотливый ручной труд, на который ушла львиная доля моего времени. Гребаные. Итак, господа, переходим к сюрпризам. Помните, в начале ролика в пикапе висела такая вонючка в виде жетона из игры. И, судя по вашим комментариям, многие захотели себе такой ароматизатор в машину. Поэтому, недолго думая, мы решили выпустить первый мерч на нашем канале. Это вот такие вот жетоны из игры с ароматами Bubblegum и грейпфрут зеленый чай. Многие, конечно, просили сделать целую линейку ароматов, но, к сожалению, такие штуки выпускаются партиями. И чтобы сделать всю линейку ароматов, нам бы пришлось потратить целый бюджет Белоруссии. А также вот такие вот фигурки с тачками из игры. Это, например, Nissan 350Z, который утопил Саня. А также у нас еще есть фигурки с BMW и Мустангом, которые крушат всем известную пончиковую заправку. Кроме того, вместе с этой фигуркой вы еще получите два брелка. Один с автомобилем и второй вот такой вот с логотипом от Donata Cinema. По-моему, получилось прикольно. Эти наборы с тачками вы уже можете приобрести на Озон или Wildberries, ссылка на них будет в описании. А за жетонами добро пожаловать в наш телеграм-канал. Там вы узнаете всю информацию, как их получить. Shut up and take my money. Ну и наконец мы перешли к кульминационной части этого ролика. Что же ответил сам Дерек Хэмилтон, когда увидел наш ролик с собой главной роли? После просмотра этого видео Дерек сказал, что он просто в шоке. Он был очень впечатлен самим роликом и активностью аудитории этой игры в целом. И сразу же попросил разрешения поделиться этим видео в своих соцсетях, где также сказал, насколько он поражен этим. После чего мы с ним разговорились, и оказалось, что в реальности он владеет двумя пикапами Dodge Ram 1500 и Ford F350. И самое главное, что я у него спросил, а не хочет ли он дать интервью для нашего канала.
На что он ответил, что за все 20 лет он давал только одно интервью по поводу игры Need for Speed Most Wanted, однако с радостью готов сделать это еще раз, специально для нашего канала. Я вот только сейчас сижу и осознаю, что актер из игры детства согласился дать интервью на нашем канале. Блин, по-моему, это уже успех. В отличие от Доминика Солярыча, который под форсажным роликом даже лайкос не поставил. Педик. И да, вот что я подумал. Наверное, будет интересно каждому из вас дать возможность задать свой вопрос Рейзеру. Поэтому обязательно пишите свои вопросы в комментариях, и самые интересные мы ему зададим. Ну а на сегодня это все. Там автобус уже рейс пора. С вами был канал Доната Синема. Всем пока.